А бывало же, когда начинаешь отношения с девушкой, и вот прям родственная душа. Смотрите в одну сторону, взгляды на жизнь совпадают, на какие-то вещи, те или иные события. Нравится идентичная музыка, фильмы. Да что там, даже решение о том или ином вопросе вы принимали вместе. И вот в эти моменты все вокруг говорит тебе о том, что это нормально. Ну вот две самодостаточные взрослые личности. Так и должно быть. Но незаметно подкрадывается период, когда все уже не так радужно становится. Ну вот того единения, той теплоты между вами ты не ощущаешь. Куда-то делась та вот легкость в общении, легкость в принятии решения совместного. Девушка все чаще и чаще навязывает тебе свою точку зрения. Упорно доказывает тебе, что ее мнение важнее, и его нужно принять как окончательное. Все это часто доходит до споров, а конфликтов с каждым днем становится все больше и больше. Да и в целом женщина охладела, отдалилась. Мужчины, как правило, не хотят замечать очевидную причину, а именно женщина перестала видеть в тебе лидера, а часто не видела вовсе. Почему? А потому что последнее слово не за тобой. Конечно, найдутся те, кто скажет: ой, да брось ты, какая вообще разница? Главное же любовь. Да и вообще в начале-то было все хорошо же. Мы принимали решения вместе, и это доказало свою эффективность. Я же это видел. Нифига. Иначе ты бы не смотрел сейчас это видео. В чем тут ребус? Дело в том, что в начале, когда конфетно-букетный период, когда чувства бурлят, когда дофамин, когда мужчина часто в этом дофамине купается, что, конечно же, ошибка, вот те самые совместные решения, в кавычках совместные, они принимаются быстро, легко и незаметно. И создается вот эта иллюзия, что это правильно, что так будет всегда. Просто попалась правильная женщина. Мне повезло. Мужчина не прогнозирует, что будет дальше. И сама девушка его в этом подстегивает, говоря о том, какой ты настоящий мужчина, мудрый мужчина. Равноправие в принятии решений – это хорошо. Это бывший мой абьюзер все мне запрещал. Не давал слова, мнение своего сказать. А ты молодец, а ты хороший. А что дальше происходит? А дальше в отношениях наступает так называемая спокойная фаза. Когда вот этот гормональный буст утихает, наступает эмоциональный штиль, так его назовем. И вот в этот период, на самом-то деле, любые равные права в 99% случаев превращаются в потенциальную ссору, конфликт по любому поводу. Сейчас я объясню. Соответственно, все это влияет неизбежно на баланс значимости. Ведь 9 из 10 женщин, которых ты встретишь на своем пути, склонны к борьбе за власть в отношениях. И как раз таки равноправие в принятии решений и является одним из, я не побоюсь этого слова, ключевых инструментов эту власть получить. Ты можешь возразить: как так? Где равноправие и где власть? Это же взаимоисключающие понятия. В этом-то и хитрость. Ведь в отношениях, где нет четкой иерархии, по итогу всегда доминирует женщина. Вот тебе и любовь. Не понимая всего этого, наивный мужчина, конечно же, веря вот в эту любовь, идеализируя отношения, неизбежно совершает ошибки. Куда же без них? И первое – это в принципе верить вот в эту иллюзию, что решение в отношениях вы принимаете вместе. Звучит красиво, мужчина и верит. Верит, что равные права на финальное слово – это хорошо. Верит, что отсутствие явного лидера обязательно снизит нагрузку ответственности в случае какого-то неверного решения. Друзья, это же заблуждение. Ты просто не хочешь замечать, что в ваших отношениях по итогу доминирует женщина. Почему? Потому что она банально более эмоционально гибкая, более смекалистая и может просто филигранно навешать тебе лапши на ушки о том, что это хорошо а вообще ты лидер. Ты лидер, ты главный мужчина. Я за тобой как за каменной стеной. Но только она не говорит тебе о том, что ты лидер только в тех моментах, когда ей удобно, когда ей выгодно. То есть ты главный, когда тебе разрешили быть главным и принять это решение. Разрешили дать это последнее слово. И вот пока дофаминовая стадия, начальная, это все незаметно, это все вот так, как и должно быть. Мужчина здесь живет вот в этом сказочном, иллюзорном розовом мире, где пока еще ссор нет, где девушка подстраивается. Но звоночки-то уже есть.
Если прислушаться, звоночки есть. И уже вот на этой стадии наверняка у тебя в подсознании где-то были эти звоночки. Что, наверное, все-таки ответственное решение в отношениях должен принимать мужчина. Ну, где-то ты это слышал. Ты не помнишь где, но вот как будто бы это так положено, так издревле это. От родителей, от прадедов идет. Где-то на подкорке у тебя это сидит. Но в то же время ты смотришь, очарованно смотришь на девушку и понимаешь, а с ней-то это не требуется почему-то. Значит, она особенная. Значит, она не такая, как все. Ведь как хорошо, ведь теперь не нужно брать ответственность. Теперь можно ее размазать на нас двоих. А на самом деле что? А на самом деле мужчина здесь сам себя обманывает. А потому что уже залип. А думать наперед так не хочется. А вдруг всплывет неудобная правда о том, что девушка в принципе не подходит для построения отношений. Ну а дальше все идет по накатанной. Одна ошибка сменяется другой ошибкой, когда наступает спокойная стадия. Все это вылезает наружу. И почему-то вот на этой стадии так сложно договориться с девушкой. Так сложно прийти к общему знаменателю. Я думаю, каждый с этим сталкивался. Любое решение какого-то вопроса, любое принятие вот этого совместного решения, которое раньше принималось легко и непринужденно, превращается в какие-то дебаты, ругань. Что неудивительно, дофамина-то нет. А твое мнение уже не имеет такой весомой силы, как в начале. Тогда, когда женщина еще могла уступить тебе. Промолчать, согласиться. Сейчас этого нет. Этот процесс принятия решения, он превращается в какой-то торг на рынке. А у меня дыня чужуйская за рубль 50. А у меня со своего огорода, но за рубль 20. Каждый здесь пытается оперировать к чему-то более важному, авторитетному мнению. А вон тот психолог сказал, что так будет лучше. А мне вот подруга посоветовала, что этот телевизор лучше не покупать, он плохой. Каждый начинает ссылаться на какие-то доводы. Я думаю, нам нужно поехать отдохнуть вот туда-то. Слушай, дорогой, нет. Я читал, что там опасно. Поэтому я посмотрела рейтинг и выбрала вот этот курорт. Да, там подороже, но безопаснее и комфортнее. И когда мужчина начинает подбирать следующий аргумент, женщина, конечно же, подбирает быстренько манипуляцию. Ты хочешь, чтобы твоей женщине было некомфортно? И мужчина здесь думает, ой, ладно, уже устал бороться, поедем куда скажешь, лишь бы уже поехать. Либо же, если мужчина не преклонен, женщина и здесь вставляет свое последнее слово. Хорошо, мы поедем куда ты скажешь, но ответственность полностью на тебе. И вроде как вы приняли твою сторону, но ощущение, как будто бы накакали в душу. И с таким настроением ты уже поедешь отдыхать. Более того, если решение все-таки было принято неверно и поездка не удалась, обязательно будет поиск виноватого. Я же тебе говорила. Или да я не это не имела в виду. Да даже если удачно съездите, то умудритесь поссориться, кто был прав и вообще кому принадлежала эта идея. В общем, все эти дебаты приводят по итогу к ссоре, конфликту. А это стресс. Это крики, это повышение голоса, это разговор на эмоциях. К чему это все приводит? А приводит это уже к третьей ошибке. К выяснению отношений о том, кто же вообще главный и за кем последнее слово. То есть вы уже не решаете проблему, вы уже не решаете какой-то экстренный вопрос. Нет, об этом даже и речи нет. Вы уже решаете, кто главный, кто кому уступит. Что по сути вещь бесполезная. Женщина обязательно задавит тебя аргументами, в кавычках, да? Аргументами про равноправие. Но это не те аргументы, которые ты хочешь услышать. Это не что-то конкретное. Не нужно на это надеяться. Женщина всегда уводит в абстракцию, искажает смыслы, подменяет понятия. Дорогой, мы не должны друг друга подавлять. Мы должны быть союзниками в принятии решений. Каждое мнение важно и должно быть услышано, принято во внимание. Что переводится на русский язык как «Я не хочу брать на себя обязательства, кроме тех, которые мне хочется сегодня, кроме тех, которые мне выгодно. Я хочу получать все те же привилегии и плюшки, что и в нормальных отношениях, там, где есть понятная иерархия, но не отдавать, поменьше отдавать, тогда, когда захочется, по настроению». Вы можете представить себе такую ситуацию, что где-то на производстве работник бы спорил с директором по принятию какого-то важного решения? Нет.
Ведь у каждого есть свои обязанности, четкие, которые прописаны, обозначены, понятны. Директор определяет, как в итоге нужно поступить и что сделать. Да, он берет во внимание, прислушивается к этому узкому специалисту, который ему что-то советует. Это мнение важно, и к нему нужно прислушиваться. Но именно прислушиваться, оно не должно продавливаться. Да, за директором последнее слово, но и ответственность на нем полная. И если что-то пойдет не так, то по шапке получит он от собственника предприятия. Ну а к работнику, мнение которого он недостаточно учел, так скажем, в следующий раз он уже будет относиться более внимательно, возможно, даже премию выпишет. Поэтому несоблюдение этого часто и приводит мужчин на консультацию с такими запросами, как «я все для нее делал, столько вкладывал, дарил подарки, пылинки сдувал». А когда логично захотел что-то взамен, какую-то отдачу, какое-то добро, какую-то благодарность элементарную, то какой ответ получал? А ты сам для себя все это делал. А ты сам этого хотел. Это твое желание. Я тебя не заставляла. А то, что ты требуешь от меня взамен благодарность, это неправильно. Это же не по-настоящему. Ты меня принуждаешь к этому. Ты что, абьюзер? Ты подавляешь меня. Подавляешь мою точку зрения. Вот к чему приводит вот это совместное, равноправное принятие решений в отношениях. Если ты изначально никак свою позицию не обозначил. Убеждать, особенно проблемную женщину, в обратном просто не имеет никакого смысла. Поэтому для того, чтобы женщина уважала тебя, любила, и у нее было вот это ощущение, как за каменной стеной. Да, я думаю, слышали выражение. Она должна ощущать себя в слабой позиции. Она должна ощущать, что ты способен принимать решения. Что за тобой последнее слово. Ты должен ее в этом, не убедить, а показать это. И чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Я считаю, что в отношениях должна быть четкая иерархия. Это залог успешного гармоничного союза, который жизнеспособен в долгую. Да, это правда. И там, где нет четкого распределения обязанностей, это всегда хаос, это всегда бардак. В том числе и в отношениях. Это как капитан корабля, который обязательно нужен для организации строгого порядка на судне, для принятия сложных, судьбоносных решений, от которых в прямом смысле будет зависеть жизнь команды. Решений в экстренных ситуациях, если все идет не по плану, не так, как нужно. Да, у него есть свои привилегии, но и ответственность огромная. Если капитан не в состоянии управлять командой, не может дать понять, что за ним последнее слово, ни о каком уважении и речи быть не может. Был бы бунт, пьянки и споры на всем пути следования корабля. Поэтому в отношениях все-таки должен быть один человек, который будет принимать ответственность за свои решения. И последнее слово будет за ним. И, что немаловажно, об этом нужно договариваться на берегу. В самом начале решать, кто эту ответственность будет все-таки нести. Я убежден, что мы, мужчины, для этого подходим наилучшим образом. Не потому, что мы какие-то хорошие или чем-то лучше. Я не про это. А про то, что мужчина от природы, в принципе, обладает более стратегическим мышлением, более последовательным, более строг к себе, если это взрастить это качество. Да, а я рекомендую это делать. Женщина же более эмоционально нестабильна, подвержена настроению, эмоциям. Кто-то из вас хочет доверить важные, экстренные, судьбоносные решения вот этой непостоянной женщине? Я думаю, это не очень хорошая затея. Потому что, как минимум, это приводит к ссорам и конфликтам. А значит, и к финалу отношений. И я бы все-таки с осторожностью относился к этой иллюзии опасной о равноправии, об обоюдном решении каких-то вопросов в отношениях с женщиной. Ведь это скорее работает только в начале, и то далеко не всегда. Пока вы кайфуете от дофамина, да, возможно, но в долгосрочной перспективе. У меня лично на практике я не помню ни одного случая, когда вот эти совместные решения приводили бы, как минимум, к сильной позиции мужчин. Нет, дисбаланс был всегда. Опять же, не нужно все сводить к крайностям. Да? Обязательно нужно прислушиваться к тому, что говорит женщина. Почему нет? Нам важно услышать ее мнение, взять его внимание. Но важно здесь именно замечать и пресекать момент, если девушка продавливает свое мнение, особенно в манипулятивной форме. А вот это уже недопустимо.
Если женщина позволяет себе это делать, я бы задал себе вопрос, а стоит ли продолжать с этой девушкой отношения. Но в то же время, если ты встретил женщину, которая способна делегировать тебе эти полномочия на принятие окончательного решения, присмотрись к ней. Возможно, это тот вариант, на который стоит обратить внимание. Не нужно идеализировать, не нужно смотреть на красивую картинку, на обвертку. Красота – это все суетно. Надо смотреть на то, какой человек внутри, какие качества. Подходит ли это качество для совместной жизни, спокойных, последовательных отношений, где ты будешь полноценным мужчиной, который будет принимать решения, но и отвечать будет за них. Да, конечно, женщина не сразу дает тебе все эти полномочия на власть. Да, на блюдечке подносит, на, возьми. Об этом я говорил уже в своих видео. Но главная мысль какая? Если ты не хочешь, чтобы все это доходило до каких-то скандалов, конфликтов, потерю интереса, а наоборот хочешь поддерживать сильную позицию, чтобы женщина находилась в этом состоянии влюбленности, а в дальнейшем уважала, ценила, прислушивалась, то я бы обозначал принципиальность в этом вопросе в самом-самом начале, когда только начинаешь встречаться с девушкой. И чем раньше мы эту позицию обозначим, тем выше шанс нам эту сильную позицию занять. А если с балансом значимости в отношениях все хорошо, то и никаких рецидивов не будет, и конфликтов не будет. И вероятность того, что эти отношения будут долгими, они будут гораздо-гораздо выше. Конечно же, еще от типажа самой женщины зависит. Это вы и так знаете. Друзья, напоминаю, что доступен курс «Как не думать о бывшей девушке и начать жить». За приобретением обращаемся в личные сообщения. Все ссылки указаны в комментарии и в описании. Будем на связи.